Всем привет! Если ты это смотришь, значит ты смотришь очередные мои подкасты каждую пятницу. Не забывай, каждую пятницу у меня подкаст. В дальнейшем, если тебе было бы интересно, отпиши в комментарии, что бы ты хотел еще увидеть на моем канале. Я буду разбирать, возможно, делать мультики, возможно, еще что-то. Но сегодня хотелось бы поговорить про государство, про систему. Наконец-то! И хотел бы я начать с того, что государство, то есть система инфраструктуры. Давайте начнем с инфляции. Что же такое инфляция? Инфляция, по сути, это государство делает ценность из воздуха. То есть, если наемный рабочий предоставляет ценность как таковую, это свой труд, то есть вне зависимости от его профессии, будь он военный, полицейский, какой-нибудь программист, дизайнер или еще кто-то, он предоставляет свой труд плюс время. Предприниматель, получается, предоставляет новые рабочие места, то есть наемных рабочих, плюс заказчиков кому это надо, создает товары, создает игрушки, видео, создает закрытые клубы, аутсорсы, студии разработки, студии дизайнеры, там и много-много-много всего. Создатели мифа создают, получается, рынок, получается. Они создают рынок, где будут работать предприниматели. Но что же делает, мать его, государство? Государство не делает от слова совсем ничего. Оно просто доит нас вот так вот, как коров. И все. То есть вот так вот берет и доит. Что они делают? Деньги, как сами по себе, они ничего не значат. Деньги это просто воздух, просто обычная бумага. Пыльная, просто обычная бумага. Но за ней скрывается вера. Самое главное в деньгах это вера. Вера в то, что она что-то значит. Вера в экономику, вера в короля, как это сделано в Таиланде. Вера в президента нашего. И там Трампа, Путина, Зеленского или кого еще угодно. То есть основной фактор это вера, и они ей пользуются, получается. Они создают, просто печатают деньги каждый день печатают, просто вот, просто машина. И они создают новые деньги. Деньги не могут просто так создаваться из воздуха. То есть, не могут. Условно, ты, к примеру, зарабатываешь $1000, да, вот у тебя есть $1000, ты на $1000 можешь купить условно 100 корзин яблока. Супер, мать его, казалось бы. Но государства взяли такие и, слушай, мне нужны еще деньги, чтобы там построить новые дома, чтобы раздать субсидии, чтобы сделать еще что-то, чтобы там войну начать с кем-то и так далее. Они такие, так, ну давайте напечатаем еще денег, еще 1 миллиардик. И у тебя была вот эта $1000, когда ты мог купить там 100 корзин яблок, то ты уже можешь купить 80 корзинов яблок, хотя у тебя та же самая $1000. То есть это инфляция, это скрытый налог, когда денег больше, чем товара в стране. Разобрались, что такое, мать его, инфляция? Это скрытый, по сути, налог от людей. Начнем с другого. Медицина. Медицина как таковая, по сути, она вся полностью монетизируется. Вне зависимости от стран, где бы ты жил. В Германии или еще там что-то. Более легкие какие-то, болезни, они лечатся там, без проблем. Но если ты болеешь там раком, если ты болеешь, там, как я, эпилепсия или еще что-то, то, никто тебе не поможет от слова совсем nothing. Но за это тоже деньги берутся, чтобы и защищать и оздоравливать не государство, а жителей нашего государства. Если ты находишься где-нибудь в Штатах, к примеру, то там все у тебя есть по страховке. То есть страховка может покрыть часть, может покрыть еще что-то, но ты за нее платишь. Ты за нее заплатил условно там $20 000, у тебя случился приступ, а тебе сказали, сори, но мы там хронические болезни не лечим. Если ты находишься в какой-нибудь там, к примеру, Канаде, то там все по очередям, то есть там очередь может на годы затянуться к врачу там и так далее.
Дороги, это тоже все полностью монетизируемо. Визы, к примеру, как вот в Таиланде, вот допустим, хочешь открыть DTV визу, ну так заплати нам $340, а мы посмотрим документ, примем мы тебя или нет. Мы подумаем, примем мы ли тебя или нет. То есть, ты нам заплати деньги, а мы подумаем, делать это тебе или не делать. Для нас это, конечно, ничего не стоит, но мы подумаем. То есть это все способы монетизации. ВНЖ точно так же. То есть заплати нам за бумажку, и ты будешь там считаться здесь неполноправным гражданином, но вот гражданином. Ты можешь спокойно жить здесь без виз. Work permit, если ты иностранец, да, то есть в чужих странах находишься и хочешь работать там условно в США, Канаде или еще что-то где-то, то ты такой, ну, так, чтобы получить право на работу, ты должен там заплатить, отвалить кучу бабла. Либо это заплатит за тебя там предприниматель. А плюс ты должен платить каждый год еще повторно, чтобы у тебя было право работать. Или мы тебе не разрешим работать в нашей стране. Ты, главное, плати деньги. Но точнее не деньги плати, а плати ценность. То есть предоставляй свою ценность этим. Деньги сами по себе, то есть, ну, ничего не значат. Когда человек платит деньгами, он платит не деньгами, он платит своей ценностью, которую он создает. То есть, если это наемный рабочий, то он платит, по сути, своим трудом. Если ты условно там корячился, там, не знаю, там 12 месяцев, а потом взял, купил условный там паспорт ну, там ВНЖ купил, там, не знаю, там Сербии, то ты купил это не за деньги, ты это купил за 12 месяцев своей жизни. То есть ты 12 месяцев своей жизни отдал, чтобы получить паспорт. Предприниматели от слова совсем практически так же, получается, платят, только они платят чужим трудом. Они берут чужой труд и продают его. То есть деньги это просто как валюта. То есть валюта. Обменная валюта. Маркс об этом писал. То есть деньги это просто обычная обменная валюта. Мы меняемся. Вот я даю там условно 12 месяцев своей жизни, ты мне за это ты за мне это даешь $12 тысяч. То есть, но сами деньги ничего не значат, как по себе. И государство как по себе зачастую не предоставляет никакой ценности взамен. То есть они создают только правила, создают бюрократическую огромную машину, которая не защищает тебя от слова совсем. Она сделана не для людей, как многие думают. Она сделана против людей, чтобы контролировать, влиять и чтобы все сливки забирали только ограниченное число людей. Соответственно, ты можешь подумать, наверное, это потому, что людей очень много и существует какой-то дефицит. Но как такового дефицита нет, потому что я считаю, что каждый день огромное количество людей рождается. В мире 8 миллиардов людей. Это не много людей, из этого мало ресурсов, а очень много ресурсов, их огромное количество. Ты платишь, по сути, эмоции. Вот что такое эмоции, да? То есть ты позалипал в ТикТоке, а свои там похохотал, тебе там в шортах было смешно, наткнулся на смешной ролик, на котиков лайкнул. То есть ты оставил свои эмоции как ценность для Ютуба. А YouTube взял эту ценность у тебя, эти эмоции, и продал их рекламодателям. Ты такой позалипал. О, реклама там курсов по разработке. О, мне это надо. В свою очередь, YouTube, Google зарабатывает на аукционе, то есть он продает аукцион рекламы для людей, точнее предпринимателей. То есть в чем суть? Я хочу донести, что дефицита как такового не существует. Дефицит это выдуманная маркетинговая уловка, что, мол, ресурсов очень мало для такого огромного количества людей. И большая часть океана, большая часть Земли не исследована полностью. Ресурсов на Земле до хрена. И хватит на
да на 10, на 15 и на 20 миллионов людей хватит. Но если всем дать все эти ресурсы, то масса станет неуправляемой. Ну, невозможно просто по-другому управлять огромной массой людей. То есть 10 миллиардов людей это огромная масса. Невозможно, чтобы все были осознанны, невозможно, чтобы все понимали бездну, пустоту, чтобы избавлялись от страхов, чтобы все были умными, без страхов и были сильными. Это все сделать, ну, невозможно, потому что огромное количество людей. Соответственно, этих людей нужно как-то контролировать. И они контролируются через дефицит, что у нас якобы не хватает там ресурсов на такое количество человек. Что государство якобы заботится о тебе, о дорогом тебе. Вот оно вот сидит и думает, как бы мне там Иванушкова-то позаботиться. Вот целый день сидит и думает. Но в реальности как таковой нет. Никакого дефицита нет. И все правила типа инфляции, налоги, все это придумано в большей части для наемных рабочих и предпринимателей, чтобы контролировать вот эту всю массу, чтобы предприниматели контролировали наемных рабочих, чтобы предприниматели контролировали создателей мифа, чтобы создатели мифа контролировались там еще этим. То есть и так складывается некая пирамидка, то есть пирамида всем известная. Поэтому вот так, собственно, получился достаточно короткий ролик, и я думаю, все, что тут рассказывать. То есть основные факторы я рассказал. Деньги сами по себе ничего не значат, просто обменная стоимость. Если ты условно работаешь там целый месяц и получаешь там, не знаю, там 1500-2000-3000 тысячи долларов, то ты отдаешь это месяц своей жизни, своих усилий, своих знаний за какую-то, ну, вот. Ты такой, типа, месяц там попахал на кого-то, тебе дали такую вот такую бумажечку, и ты такой, вау, теперь я смогу отдохнуть, теперь я кайфую. И все. То есть, предприниматели точно так же создают, ну, жестко ценность вот эту вот. То есть им нужно искать, куда продать, искать кому это надо, искать рынок, искать спрос, брать наемных рабочих, продавать, создавать новые наемные, создавать новые профессии, чтобы люди приходили. Создатели мифа создают рынки, но государство не делает ничего. Они просто сказали вам, что вот жить нужно вот так. Вот жить нужно вот так и никак иначе. Вот правильно вот так. Вот так плохо, вот так правильно. Все, и остальное государство больше ничего не делает. Не стоит надеяться на государство, что оно вас спасет. Не стоит боготворить государство, что оно там какой-то там бог там или еще что-то. Не стоит также делать на том, что государство какой-то злодей, что там оно хочет всех покорить и так далее. Оно просто вот так вот есть и все. Ты точно так же можешь выходить вне этой системы, находиться, создавать свою систему, быть, так скажем, гражданином мира, не зависеть ни от какой страны, иметь кучу разных паспортов, иметь кучу разных в разной валюте денег, ценностей. И полностью быть независимым от всех систем. То есть ты можешь переключаться, прыгать от одной системы к другой, но быть полностью независим вообще. Ты можешь полностью раствориться и ничего не будет. Поэтому как-то вот так, если вы хотели бы, чтобы я куда-то углубился в какую-то определенную тему, то пишите в комментарии, я буду очень рад на самом деле. Если вы зададите вопросы, я поотвечаю. Я был бы даже рад, наверное, создать рубрику по вопросам, какие у вас есть боли, какие есть вопросы, чтобы я больше углубился в ту или иную тему, в определенную. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Всем удачи!